Итак, у здорового человека кожа должна быть однородного естественного цвета. Если без видимой причины появляются синяки на теле или ногах, то это или нарушение свертываемости крови, или повышенная ломкость сосудов. Как появляются синяки? Синяки, или выражаясь медицинским языком гематомы, это кровоизлияние в толщу кожи, которое происходит из-за разрыва мелких сосудиков, капилляров или мелких вен. Интенсивность синяка зависит от количества вытекшей крови и степени пропитывания тканей. Чем ниже находится гематома на теле, тем она, как правило, больше по размеру, поскольку давление крови выше. Рассмотрим основные причины появления синяков. Первая причина – тонкая кожа. У женщин со светлой и тонкой кожей кровоподтеки могут появляться даже от простого надавливания и воздействия перепадов температуры. Причина этому – капилляры и сосуды, лежащие на самой поверхности тела. Это физиологическая особенность, и она не требует лечения. Ниже мы расскажем, какие витамины и микроэлементы нужно употреблять в пищу, чтобы укрепить капилляры и восстановить кровь. Вторая причина. Большие разлитые синяки могут появиться у людей, которым назначены антикоагулянты, препараты, разжижающие кровь. Популярные болеутоляющие, такие как ибупрофен и аспирин, разжижают кровь и ухудшают ее способность свертываться. То же касается кортикостероидов, а также любимых многими биодобавок – рыбьего жира и гинкобилоба. Эти биодобавки полезны, но нужно учитывать, что они разжижают кровь, и применять их с мудростью. Третья причина – увеличенный вес. При увеличении веса тела возрастает и нагрузка на ноги, вследствие чего происходит застой крови в венах. Стенки сосудов и капилляров расширяются и становятся ранимыми. Часто такое явление становится причиной дальнейшего развития варикозной болезни. Вот почему людям с большим весом мало помогают мази и препараты, но варикозная болезнь только прогрессирует. Четвертая причина – наследственные заболевания крови. Чаще всего обнаруживаются в детстве, но при легкой форме остаются недиагностированными. Среди них гемофилия, тромбофилия, тромбоцитопения и так далее. Эти болезни сложно диагностировать в домашних условиях. Необходима аппаратная диагностика, врачебная консультация и дальнейшее серьезное лечение. Пятая причина – варикозное расширение вен. Часто обнаруживается во время или после беременности и связано с увеличением нагрузки на сосуды. Проявляется сосудистыми звездочками всегда на одном месте. О диагностике и лечении этого заболевания мы еще поговорим подробнее. Шестая причина. Если у женщин в организме не хватает эстрогена, стенки сосудов становятся более ломкими, вследствие чего и появляются синячки. Соответственно, выявляется это путем анализа крови на эстрогены. Лечение заключается в коррекции гормонального фона правильным питанием, упражнениями, фито- или гормональными препаратами. Седьмое. Диабет – это не только повышение уровня сахара в крови. Данное нарушение обмена веществ затрагивает весь организм, включая систему кровообращения. Симптоматика та же, что и выше. Сосуды становятся более ломкими, кровь хуже сворачивается, а синяки появляются быстро. Восьмая причина – онкология. В частности, речь о лейкемии. Один из первых симптомов этого заболевания – появление синяков неясного происхождения. Однако важный момент – синяки появляются не только в ногах, но по всему телу. Если у вас нет синяков и мелких красных пятен по всему телу, не переживайте насчет лейкемии. Девятая причина – чрезмерные физические нагрузки. Хотя физическая активность полезна для здоровья, чрезмерные физические нагрузки могут провоцировать появление синяков. Значительное давление способствует разрыву кровеносных сосудов. Диагностируется очень просто. Если после выполнения физических упражнений на прорабатываемой мышце появляются синяки или кровоподтеки, то это как раз тот случай. Нужно уменьшать вес, заменить упражнение другим или устранять проблему с сосудами и кровью. Десятая причина – недостаток в организме витаминов С, Р, К и некоторых микроэлементов. Кстати, перед тем, как мы углубимся в способы восстановления сосудов и лечения варикозной болезни, вот несколько полезных советов относительно синяков. Как ускорить процесс рассасывания синяка? Если у вас появились синяки, ускорить их рассасывание помогут проверенные рецепты народной медицины.
Первое. Если синяк только появился, то поможет холодный компресс, поскольку холод имеет свойство вызывать сужение сосудов, а значит, они не будут очень большими. Главное завернуть лед в ткань и контролировать процесс, чтобы не заработать вместо синяка обморожение. Держать холодное следует около 20 минут, а затем после небольшого перерыва приложить компресс повторно. Второе. Смочите ватный диск в отваре ромашки. 1 столовую ложку заваривают на стакан кипятка и настаивают 30-40 минут. Приложите к кровоподтеку на 10 минут. Повторите процедуру 3 раза в день, пока синяк не сойдет. Третье. Смажьте синяк или гематому свежим соком алоэ. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день. Четвертое. Вымочите в кипятке капустный лист и приложите его к месту травмы, надежно закрепив бинтом. Далее. Как определить, у вас проблема с сосудами или кровью? Есть 5 методов самодиагностики, которые вы можете использовать в домашних условиях. Метод первый. Если синяки появляются по причине заболевания крови, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то, скорее всего, дело именно в сосудах. Метод второй. Нужно тщательно прощупать синее пятнышко на ноге. Если оно расположено на сосуде и имеет выпуклую форму, то можно подозревать тромбофилию. И еще. Обычно синяк от тромба на голени вызывает неприятное ощущение, краснеет и опухает. Метод третий. Тест на ломкость сосудов. На предплечье накладывается венозный ленточный жгут на 20 минут. Ниже места наложения жгута нужно посмотреть на образование точечных кровоизлияний. Если образуется более 20 точечных микрокровоизлияний, это может говорить о повышенной ломкости сосудов. Метод четвертый. Симптомы хрупкости сосудов. Первое. Синяки на коже даже после легкого пощипывания. Второе. Налитые кровью глаза, особенно в осенне-зимний период. Третье. Кровотечение из носа. Четвертое. Холодные руки и ноги при жаре. Пятое. Синюшный оттенок конечностей. Шестое. Сосудистая сетка на ногах. Метод пятый. Диагностика свертываемости крови. Если во время чистки зубов из десен идет кровь, это может указывать на пониженную свертываемость крови. Разумеется, все это предварительная диагностика. Для более точной диагностики обратитесь к специалистам. Осуществляется МРТ, эхоэнцефалография, сдаются общие анализы крови и мочи, кровь на сахар и гормоны. Возможно, понадобится сдать анализы на содержание определенных витаминов и микроэлементов. А мы продолжаем. О нехватке каких витаминов говорят синяки? Недостаток витамина С. Дефицит аскорбиновой кислоты тормозит синтез коллагена соединительной ткани, что не дает сосудам оставаться упругими и не травмироваться. Это делает сосуды хрупкими и вызывает подкожное кровоизлияние. Гематомы появляются не только на нижних конечностях, но и на других частях тела. Когда дефицит витаминов восполнен, сосуды укрепляются, снижается их проницаемость, а значит, риски кровоизлияния минимальны. Если такая проблема выявлена у вас, витамин С нужно принимать регулярно. Мы рекомендуем принимать витамин С только в натуральном виде. Богатый им красный сладкий перец, черная смородина, апельсины. Это хорошее сочетание доступности, цены и качества. Например, чтобы восполнить суточную норму в витамине С, достаточно съедать красный сладкий перец 40 грамм, черная смородина 45 грамм, апельсин 150 грамм, это 2 штуки. И, разумеется, съедать их нужно не за один раз. Больше о продуктах, содержащих много витамина С, можно узнать из нашего видео, ссылку на которое вы найдете в правом верхнем углу экрана и в описании под этим видео. Предвидя вопрос о шиповнике, отвечаем сразу. Отвар шиповника содержит больше всего витамина С, но мы не включили его в список, потому что с одной стороны он укрепляет стенки сосудов, а с другой стороны он сгущает кровь. Его также нужно с осторожностью давать детям. То есть это средство не подходит всем людям, и нужно хорошо разбираться в нутриентах, чтобы правильно все сбалансировать. Однако предложенные нами продукты можно употреблять всем, в том числе и детям. Далее у вас может быть недостаток витамина R. Витамин R, рутин, в основном работает в связке с витамином С.
Витамин R способствует нормальному всасыванию и обмену витамина С, предохраняет его от разрушения и окисления, способствует накоплению в организме. Отвечает за нормальное состояние капилляров, уменьшает их ломкость и улучшает их проводимость. Здоровье человека зависит от состояния капилляров, потому что у нас с возрастом капиллярное русло начинает попросту пересыхать, и они не могут нормально выполнять свою работу по доставке питательных веществ и кислорода к клеткам. И как бы ни работали все остальные системы, клетки начинают задыхаться. Еще витамин R защищает организм от вирусных инфекций. Дефицит витамина R сначала проявляется на работе внутренних органов, затем на внешности. Из-за хрупких капилляров начинаются проблемы с сосудами. Могут начаться носовые кровотечения. На коже появляются темные отеки, похожие на синяки. Еще выпадают волосы и кровоточат десна. По некоторым данным, потребность в витамине R составляет 35-50 мг в сутки. Чаще всего рекомендуют употреблять не менее 25 мг витамина в день. При физических нагрузках суточная норма увеличивается. Так для спортсменов рекомендуется от 60 до 100 мг в день, в зависимости от вида спорта. Для тех, кто участвует в спортивных состязаниях, требуется до 130 мг. Для лечения заболеваний, связанных с проницаемостью капилляров, раком, кровоточивостью десен, норма варьируется от 100 до 200 мг в сутки. Основные источники витамина R – цитрусовые – лимоны, апельсины, грейпфруты, особенно белая часть кожуры и цедра – междольковая часть, а также вишня, абрикосы, черешня, шиповник, черная смородина, то есть во всех ярко окрашенных ягодах. Еще к источникам витамина R относят яблоки и лук. Недостаток витамина К. При недостатке этого витамина нарушается свертываемость крови, а при малейшем нарушении целостности сосуда возникает кровоподтек. Лидеры по содержанию витамина К. Персик сушеный. Абрикосы сушеные с косточкой. Урюк. Абрикосы сушеные без косточек. Курага. Фасоль черная. Морские водоросли. Петрушка. Шпинат. Картофель. Шампиньоны. Каких микроэлементов вам не хватает? При недостатке таких микроэлементов, как железо, кальций, магний, которые участвуют в укреплении и тонусе сосудистой стенки, возникает ломкость сосудов и, как ее результат, гематомы. Продукты, где много железа. Ламинария сушеная, кунжут, какао, шпинат, чечевица. Продукты, где много кальция. Мак, кунжут, сыр, ламинария сушеная, петрушка. Продукты, где много магния. Ламинария сушеная, тыквенные семечки, кунжут, миндаль, мак. Эти продукты вполне могут восполнить потребность в микроэлементах, которые участвуют в укреплении сосудов. Сейчас вы получили много информации, и это хорошо. По мере возможности начинайте применять те или иные рекомендации. Мы уверены, что это, во-первых, остановит развитие уже имеющихся болезней, а во-вторых, будет хорошей профилактикой и, наконец, будет способствовать восстановлению ваших сосудов и вен. Если у вас будут вопросы по этой теме, пишите в комментариях, и мы ответим.